Мое почтение, друзья! Я Инквизитор, и сегодняшнее видео будет о том, как не стоит делать игрокам. Безусловно, не о каждом игроке пойдет речь, а о тех, которые не знают, как делать не нужно. Предположим, я хочу пофармить кварц. За счет випа я захожу в раздел поиска шахт, чтобы найти какую-либо шахту, и вижу следующее. Шахта кварца 8 уровня в 7 минутах от меня с количеством 1424 кварца. И очень часто я вижу то же самое и с шахтами 9 уровня. Это неприемлемо. Если я на нее полечу, то мои отряды в ней пробудут около 4-5 часов, после чего вернутся, а остальные отряды будут фармить полные шахты. По этой причине мои отряды будут фармить с разным отрезком времени на возврат, что не является для меня выгодным. Данные полупустые шахты появляются, когда вы отзываете ваши отряды до того, как истечет время. Например, за 13 часов до рестарта дня вы решили отправить отряды за кварцем. У вас нету двойного бафа добычи, нету алтарей и прочих бафов. Как только ваши отряды достигнут шахты, они должны будут там провести 16 часов до полного опустошения данной шахты. Но через 13 часов вы решаете отозвать ваши отряды перед сбросом дня, тем самым создавая полупустую шахту с кварцем. Сейчас я вам расскажу, как было бы правильнее фармить кварц игрокам с нашего альянса и сервера, да и не только. В каждом королевстве есть мега-шахты с определенным бафом. В драконе это 2-я шахта. В единороге это у нас 6-я шахта. В грифоне это у нас 14-я мега-шахта. И в фениксе это у нас 10-я шахта. У всех этих шахт одинаковый баф. Увеличивает производительность добычи на 40%. Для вашего понимания, до того, как мы построили алтарь до 3 уровня, при активированном бафе двойной добычи мне нужно было провести в шахте кварца около 10,5 часов. После активации 3 уровня данного алтаря мне нужно всего лишь 8,5 часов, чтобы выфармить шахту кварца. То есть каждый альянс в каждом королевстве обязан построить данные алтари, если хочет сократить время пребывания в шахтах кварца. Если на вашем сервере есть возможность договориться или у вас топ-1 альянс на сервере, то следующим построенным вашим алтарем должен быть алтарь 31 мега-шахты. Данный алтарь 3 уровня повышает скорость добычи на 100%. Чтобы не обманывать вас, я не буду говорить, насколько он снижает время пребывания в шахте кварца, но предположительно могу сказать, что это 2-3 часа при активном алтаре. Сейчас вы понимаете, что с помощью 2 алтарей мы сократили время фарма примерно на 4,5 часа. Следующий пункт – это технологический колледж. В технологическом колледже есть 2 ячейки для улучшения. Бурение и бурение 2. Некоторые люди говорят, что качать их не нужно, что они бессмысленны, однако я вам советую обе эти ячейки прокачать на 10 из 10. После того, как вы это сделаете, время вашего пребывания в шахте кварца сократится на 20%, что является довольно неплохим показателем. Последний пункт, который я советую вам сделать, это активация двойного бафа добычи. Сейчас справа вы видите, как это делаю я. Делать это желательно до рестарта или сразу после рестарта. Соглашусь, что иногда активация данного бафа может занимать от 5 минут до часу или более. В то же время, когда вы активируете этот баф, то ваше время в шахте сократится примерно на 4-5 часов. Если сейчас совместить все эти бафы, то время вашего пребывания в шахте сокращается с 16 часов до 5-6 часов. Если вы будете так делать, то вы не будете создавать проблемы для других игроков, которые хотят пофармить кварц более правильно. Если вы будете следовать моим советам, то в сутки вы сможете фармить около 3 раз шахты кварца вместо 1 раза. И к тому же вы не будете оставлять полупустые шахты кварца.
Я хочу не только вас обучить фармить, но и чтобы вы понимали, какие порой проблемы вы можете создать для своих союзников и для себя самого. Ведь очень мало игроков, которые летят обратно на те же шахты кварца, которые они оставили полупустыми. Фармите правильно и уважайте других игроков. Желаю вам приятного фарма и до новых видео. Все, пока!